В солнечном, переливающемся огнями Майами, среди сверкающих небоскребов и набережных, утопающих в пальмах, жил богатый и влиятельный предприниматель по имени Дэвид Харпер. Его особняк с белоснежными колоннами возвышался над океаном, а огромный бассейн казался продолжением синей глади воды за оградой. Дэвид был известен не только своим деловым чутьем, но и страстью к грандиозным вечеринкам, где шампанское лилось рекой, а артисты мирового уровня выступали под открытым небом. Его чувство юмора часто шло вразрез с общепринятой тактичностью, и именно эта черта однажды подтолкнула его на странную затею. В разгар подготовки к очередному светскому приему, когда дизайнеры, флористы и повара спешили успеть к назначенному часу, ему пришла в голову мысль пригласить человека, которого никто не ожидал бы увидеть в этой среде, домработницу Сьюзан Миллер. Она много лет незаметно трудилась в его доме, тихо убирая и поддерживая порядок, почти всегда оставаясь на периферии событий. Для Дэвида это было как эксперимент, как игра на контрастах, смешать блестящую витрину общества с тем, что обычно скрыто за кулисами. Вечером особняк сиял огнями, отражавшимися в зеркальных поверхностях окон. Изнутри доносились мягкие аккорды джаза, аромат свежесрезанных орхидей смешивался с утонченными парфюмами гостей. В огромном зале, украшенном мраморными статуями и хрустальными люстрами, собралось все высшее общество города. Здесь шли разговоры о последних инвестициях, искусстве и предстоящих выставках, и все казалось идеально отрепетированной сценой. Когда Сьюзан вошла в зал, она сделала это тихо, но ее появление было подобно внезапному аккорду в идеально выстроенной мелодии. На ней было длинное платье глубокого изумрудного цвета, тонко подчеркивающее ее фигуру, и легкое кружево на плечах мягко ловило свет люстр. Макияж был сдержанным, но безупречным, а волосы уложены так, что в них играли золотые блики. Ее осанка и плавные движения говорили о врожденном достоинстве, которое никак не вязалось с образом прислуги. Разговоры в зале постепенно стихли, уступая место перешептываниям. Любопытные взгляды скользили по Сьюзан, пытаясь разгадать, кем она была на самом деле. То, что задумывалось как шутка, начало превращаться в нечто совсем иное. Дэвид, стоя у камина с бокалом вина, наблюдал за происходящим и вдруг ощутил, что впервые смотрит на Сьюзан иначе, не как на работницу, а как на женщину, в которой есть сила, достоинство и особый внутренний свет. Когда последние гости разъехались, оставив за собой легкий след дорогих духов и гул далеких машин, в зале остались только они двое. Пламя в камине тихо потрескивало, наполняя комнату мягким оранжевым светом. Дэвид слушал ее истории о детстве, о том, как она училась справляться с трудностями, и понимал, что перед ним человек, чья ценность не имеет ничего общего с банковским счетом или социальным статусом. В тот вечер в его сознании произошло тихое, но глубокое переосмысление. Богатство может быть потеряно, а внутреннее благородство — никогда. Эта встреча осталась в его памяти, как поворотная точка, не из-за громких событий или скандалов, а из-за простой, почти незаметной истины, открывшейся ему в тишине после шумной ночи. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.